Может ли Су-57 уклоняться от гиперзвуковых ракет? Представьте себе ракету. За считанные секунды она разгоняется до скорости, превышающей скорость звука в 5 раз. Когда радары ее обнаруживают, чаще всего цель уже поражена или находится на грани поражения. У пилота есть всего несколько секунд, или их нет вовсе. Но способен ли Су-57 сохранить боеспособность перед такой угрозой? Что бы изменилось, если бы Су-57 активно применялся в войне в Украине? Сегодня мы поговорим о том, как истребитель пятого поколения Су-57 пытается выжить под ракетной угрозой, используя свою маневренность, и какие возможности он имеет в реальных боевых условиях. Пока я начинаю рассказ, не забудьте поставить лайк видео и подписаться на канал. Су-57 – не неуязвимый самолет. Ни один современный истребитель не является абсолютно защищенным, но его возможности действительно впечатляют. Это технологическое чудо, в котором сочетаются аэродинамика, сенсоры и рефлексы пилота. Конструкция планера оптимизирована для максимально эффективного взаимодействия с воздушным потоком на высоких скоростях и при резких изменениях направления. Благодаря этому самолет сохраняет управляемость даже на предельных режимах. Сенсоры Су-57 – это глаза и уши пилота. Радар, инфракрасные системы поиска и сопровождения, а также средства радиоэлектронной борьбы непрерывно сканируют воздушное пространство вокруг самолета. Пилот видит не только то, что впереди, но и угрозы сбоку, сзади и даже те, которые невозможно заметить визуально. Все это отображается в единой тактической картине. Но сама по себе технология ничего не значит. Решающее значение имеет человеческий фактор. Способность пилота за доли секунды интерпретировать информацию и принять правильное решение. Су-57 спроектирован не для подавления рефлексов пилота, а для их усиления. Органы управления реагируют с той же скоростью, с какой пилот мыслит. Прежде всего стоит напомнить, когда ракета запущена, судьба цели не решается мгновенно. Большинство ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух» наводятся с помощью радара инфракрасного излучения или по каналу передачи данных. Ракета летит не в текущее положение цели, а в расчетную точку ее будущего нахождения. Именно поэтому ракеты часто поражают стационарные цели с высокой точностью, если, конечно, объект не прикрыт системой ПВО. С самолетами все иначе. Здесь поражение всегда основано на прогнозе. Успех зависит от возможностей самолета и мастерства пилота. Если самолет способен нарушить этот прогноз, вероятность промаха резко возрастает. Именно здесь вступают в игру маневренность, ускорение и скорость изменения направления. В этом и заключается ключевое отличие Су-57. Он уникален не только из-за своей скорости, но и благодаря способности изменять направление тяги двигателей. Трехмерная система отклонения вектора тяги позволяет Су-57 выполнять резкие и нестандартные маневры, недоступные большинству самолетов. Обычный самолет при резком маневре теряет скорость и устойчивость. Су-57 же способен сохранять энергию, скорость и контроль даже при экстремальных поворотах. Если Су-57 действует в зоне плотной противовоздушной обороны, как в Украине, его маневренность используется не для демонстрации силы, а прежде всего для выживания. Цель – не показать превосходство над ракетой, а нарушить ее расчетную траекторию и выйти из боя целым. Когда ракета захватывает Су-57, у пилота есть несколько критических вариантов действий. Первый – резкое изменение курса, чтобы сорвать точку перехвата. Второй – заставить ракету постоянно маневрировать и терять энергию, поскольку каждая резкая коррекция траектории снижает ее скорость и дальность. Третий – выиграть время. Иногда задача состоит не в полном уходе от ракеты, а в том, чтобы выиграть всего несколько секунд. Эти секунды могут оказаться решающими для применения средств противодействия. Преимущество Су-57 заключается не только в маневренности. Его радары, инфракрасные датчики и системы радиоэлектронной борьбы стараются обнаружить угрозу как можно раньше. Пилот видит направление атаки, скорость сближения и тип угрозы на одном экране. Благодаря этому маневр выполняется не хаотично, а расчетливо и своевременно. В условиях конфликта, подобного украинскому, где насыщенность радарами и средствами РЭП чрезвычайно высока, эти несколько секунд раннего обнаружения имеют решающее значение. Но существует важная реальность. Ни один самолет не застрахован от гиперзвуковых ракет. Маневренность Су-57 увеличивает шансы на выживание, но не дает абсолютной гарантии.
Поэтому, если бы Су-57 применялся в Украине более активно, его вряд ли использовали бы как самолет постоянного пребывания на переднем крае. Скорее всего, он выполнял бы задачи с безопасной дистанции, заходя в опасные зоны лишь на завершающем этапе, а маневр использовал бы как последнее средство. Потеря истребителя пятого поколения – это не только технический, но и серьезный психологический удар. На учениях и испытаниях все выглядит идеально, но в реальности вмешиваются погода, ограниченная видимость, усталость пилота и помехи в работе сенсоров. Именно поэтому маневренность Су-57 имеет ценность только в руках хорошо подготовленного пилота. Если Су-57 применяется в тщательно спланированных операциях и выполняет задачу без повреждений, он потенциально может повлиять на ход боевых действий. Но риск при этом крайне высок. В случае неудачи самолет может быть поврежден или потерян, что окажет сильное моральное воздействие на обе стороны конфликта. Это процесс, в котором технологии и человеческие рефлексы работают вместе. В воздушном пространстве с плотной системой обороны ценность Су-57 заключается не в том, чтобы уклониться от ракеты в последний момент, а в том, чтобы вообще не оказаться под угрозой и выполнить миссию. Маневренность – это последняя страховка, когда первоначальный план нарушен. Су-57 часто оценивают через сравнение. Его сопоставляют с другими истребителями пятого поколения, пытаясь определить, кто быстрее, кто незаметнее, кто технологичнее. Но такой подход упускает главное. Этот самолет создавался не как универсальный эталон, а как инструмент под конкретную военную философию. В основе этой философии лежит допущение, что воздушное превосходство не всегда возможно и не всегда необходимо. В ряде сценариев важнее не доминировать, а нарушать баланс. Су-57 как раз и предназначен для работы в условиях, где пространство уже насыщено средствами обнаружения и поражения. Его применение строится вокруг изматывания системы противника. Самолет не стремится уничтожить все сразу. Он вынуждает оборону реагировать, расходовать ресурсы, менять режимы работы. Каждое включение радара, каждый выход на связь, каждое перемещение позиции становится частью общей картины, которая со временем начинает работать против самой системы. Особое значение имеет способность Су-57 действовать в неоднозначной среде. Это касается не только технических помех, но и информационной неопределенности. Противник не всегда понимает, был ли контакт реальным, сколько самолетов находится в зоне, какую задачу они выполняют. Эта неопределенность напрямую влияет на решения операторов и командиров. Отдельно стоит рассмотреть роль Су-57 в связке с другими платформами. Он не обязательно является главным ударным элементом. В ряде случаев его задача – координация и распределение целей. Передача данных, корректировка приоритетов, управление темпом операции могут быть важнее непосредственного применения вооружения. Такой подход меняет и нагрузку на пилота. Он перестает быть участником одиночного боя. Его работа все больше напоминает управление сложной системой, где важна не реакция на секунды, а оценка ситуации в целом. Решение может заключаться не в атаке, а в ожидании или отходе, если это приносит больший эффект в перспективе. Су-57 также проектировался с учетом длительного конфликта. Он не рассчитан исключительно на быстрые и зрелищные операции. Его логика – повторяемость и устойчивость. Самолет должен возвращаться, анализировать, корректировать тактику и снова выходить на задание, постепенно снижая эффективность обороны противника. Важно понимать, что в этой концепции успех редко бывает мгновенным. Результат проявляется не в одном эпизоде, а в цепочке изменений. Меняются маршруты полетов, растет осторожность, увеличивается нагрузка на расчеты. Система начинает работать медленнее и менее уверенно. В этом и заключается ключевая особенность Су-57. Он не стремится к эффектному превосходству. Его задача – создать среду, в которой противник начинает действовать менее рационально. Ошибки становятся чаще, решения более консервативными, а время реакции – длиннее. В современных конфликтах именно такие сдвиги часто оказываются решающими. Не потому, что был нанесен один мощный удар, а потому, что была изменена сама логика противостояния. Су-57 вписывается в эту модель как инструмент давления, а не как символ абсолютного контроля. Но главный вопрос заключается в следующем. Если бы Су-57 был задействован в войне на Украине не в ограниченных и осторожных операциях, а в полную мощь, что бы действительно изменилось? Ход войны или только восприятие войны? Я с нетерпением жду ваших комментариев по данной теме, не забудьте их оставить в комментариях.